А я же забыл. Это название. Ансабы. Не зря проверил. Бра. Я тихий. Интересно, давно ли? Неужто я сегодня опять всю ролку был тихим, но никто мне об этом не сказал? А сейчас, мне кажется, я такой же, как был. Мне теперь интересно кое-что проверить. Только не говорите, что я весь день сегодня был в такой громкости. Это же вообще капец. Причем он, видимо... И Нэнси тоже. Нэнси тоже такая... Не, нормально. Видимо, это только сейчас у меня произошли изменения. Вот. У меня почему-то иногда в настройках микрофона, в винде, в уровнях, вот, собственно, громкость понижается. Я не знаю, что это, она так, непонятно. Вот. Но хаотично ставил микрофон, если что, было связано, ну, иногда с этим, но далеко не всегда. То есть, да. Лучше в любом случае стало, чем было. По крайней мере, уровни легко обратно вернуть на место. В отличие от неведомых там каких-то неведомых причин старых. Прикольно, на меде такие пузырьки, они так лопаются. Не веганский мед. Сабноватика. Я еще думал, типа, попробовать ТСО постримить. Тупо проходить квесты, там всякие, побегать. Хотя я уже раздумываю это не делать. Не знаю. Еще я думаю, конечно... Обсуждаю ТСО. Я же когда-то уже стримил ТСО, кстати. Но я тогда, по-моему, типа в геймплей упарывался. Частично так. А сейчас я думаю поупарываться именно в квесты просто.
побегать. Типа так чисто. Ну да, на самом деле. Я думаю, мне будет довольно это скучно, потому что MMORPG это не очень мой жанр. С другой стороны, вкатиться, повкатываться во вселенную можно было бы таким образом. Там вроде квесты, вот они, ну, вроде неплохие, насколько я знаю. Но опять же, очень много надо, конечно, терпеть ММОшного геймплея и в целом, типа, вот это вот всего унылого, чтобы просто проходить квесты. Нужно проходить много, да. Рыба. Так, а что происходит вообще? Ага, я понял. Мне надо починить башню. Потом мне надо вернуться к этой... Ну, к этой... Камаргород? Да. Можно артефакты еще поискать. Так, я взорвал штуку. Она исчезла, кстати. Обломки исчезли все-таки. Ладно. Ну, можно попробовать. Кстати, я же изучил усилитель мощности. А, вообще, что надо сделать на самом деле? В первую очередь. В первую очередь надо найти кварца. Хотя бы вот столько, да. Хотя вообще хотелось бы побольше, но сколько есть. Так, а что там с крабом? Не хочу пока его делать. Еще бур делать. Еще у меня нет этой супер руки его кошерной. Так что ладно, я пока 2 стекла есть, в принципе. Пойдет. Ну, видок тут так себе, конечно. Ну ладно. А, скамейка действительно маленькая, как и раньше. Не из 4 сегментов. Вот так вот. Это что-то про Тарков? Я не понимаю. Такое BP, Battle. Нет. Какая-то винтовка, видимо. BP. Не знаю. Короче, это что-то про Тарков, наверное. А, ну да, про тиммейтов. Ну, значит, действительно Тарков. Типа... Да. Так.
Мгм. Мгм. Cineworks. Но у меня всегда самые надежные жилища из стекла сделаны. Тут уж я как бы шарю. Альтера, Меркурий. Что можно послушать? Может быть, личные записи? I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. Не впервые, I survived короче. off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. In goes a battery and titanium, out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Some of the wildlife down here is very grabby. Это If I didn't know обезьяна. better, I'd say they're after my supplies. The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. Maybe they could bring me something useful next time. Ну, понятно. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? It didn't sound human. Maybe it's from a remnant of architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Ну, это, наверное, не так все важно. Совсем забыл. Книга? Андрей, скажи книга. Книга? Что? Я не понимаю. Вы типа книголюбы большие, что ли? Фига себе.
Ого. Давайте играть в вторжение пришельцев. Вон тут. Даже коллективный разум есть. Кукловод, говорите, да? Так вот нам кажется, как все делается. Амогус. Я помню про эту операторскую. David, you'll be happy to know the Frost Pack is making excellent progress. I must say, my management style appears to be uniquely well suited to isolated planets. I miss you, of course, but I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Не, вот это не надо, вот это вот подаль, там, вдали все время быть. Это зачем? Нет. Держитесь поближе. Зачем вот это? Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. I'm slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like Karab, but Vin, is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. Alright, fine. Fine. I'm bad at lying. Are you mutating Karab bacterium from the frozen Leviathan? Here? In this lab? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Вторжение пришельцев, да? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Parvin. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny, Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Слушайте, надо, походу, играть в этом. Вторжение пришельцев.
Hey, Sam, you want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta or anyone. Выглядит страшно. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids? I'll turn this off now. Fred, great to see you. Come on in. You don't mind if I record this, do you? Am I in trouble? No. You know me. Just a fanatic for details. And my memory's not what it used to be. I know what that's like. Yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. So I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see. You're a team player. You want to get the job done. I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is, not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help. Мне кажется, я скручен. Хотя не знаю на самом деле. Очень сложный вопрос. Being where they need to be and concentrating on their work. All the trips were work-related. It appears you transported tech for Lil, rather far out from her base. Well, it needed to go deep, and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. No more favors to friends, agreed? Yes, sir. I keep telling you. Call me Manu. Спалили. Спалили. Чёртовых биологов. Fred, I'm not blaming you. But what do you mean it's gone? Where did it go? You found some trouble somewhere in the deep twisty bridges and decided to jettison modules? Yeah, I had to jettison a module. I got free, went back for it. It was just gone. And you think someone stole it? Or something. I didn't lose it, that's for sure. I'm careful with my tools. I'm sure you are, but you have to admit there have been a lot of sea truck accidents, and they're rather expensive. You wanna follow me on a few runs tomorrow? See what it's like? Conditions are way harsher than anything I ever imagined. I don't know if you could really understand it from inside your base. That won't be necessary. Thanks for your time. I'll write it up as an accident. Cheese on a cracker. Saw me. Managed to eject the cargo modules and hide. Sitting here with the lights off, sweating through my shirt. I'm not gonna get pooped out of the back end of a sea monster to save Alterra some money. По-моему, по-другому Manuel, вариант сказал, но not ладно. going to be happy. Not one bit. Первый журнал морехода я пропустил, да? The damn ugly thing followed me into the shallows. Didn't think something that big would follow me up here. Had to jettison the sea truck.
again. I guess I could try to go back for the parts when it leaves. If it leaves. I really don't want to sit in another meeting with a manual. А, точно, забыл, вспомнил. Да. Прикольно, конечно. Это что, можно теперь сделать Twitch 2? Одним кликом? Но с другими правилами. Чё, давайте сделаем. Блин, а серваки-то где взять? Точно. Ну, я у себя на ПК, короче, запущу. Я что-то сначала, типа, не вспомнил просто эту ситуацию, подумал, в смысле, ты ведь что, подсорс? Я что-то не понял. А потом понял. Manu, as he likes to be called. I just want to drive around and deliver cargo in peace. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Я слышал Don't want про anyone червей. going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. Я тоже об этом подумал, No. типа. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but Я не помню, я can't get про back in каких-то there. ледяных You червей can't. слышал где-то. But I might know how to. Whatever you're thinking, Но если это не we never had черви, this тогда conversation. капец. Тогда смерть. Если это какие-нибудь огромные замороженные лёвы, про другое, ну ладно тогда. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Good morning, Frostpack. Just a quick update to inform you of some key achievements and priority shifts we need you all to get behind. The Spy Pangling project was a resounding success. Please join me in congratulating Samantha IU, who is now reassigned to Outpost Zero, helping us dream of future initiatives. Congratulations are also in order for Danielle Valenti and her team at Omega Lab. The closing of Phi Robotics means important funds can be redirected to their Kara bacteria study, which has important, positive implications for the life sciences. You're all doing an exceptional job, and I don't want to promise anything, but HQ has been taking notice. Keep up the good work, and I think we can start discussing bonuses soon.
We've studied the first Corral bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules. We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. Здравствуйте, Егор. А у нас тут как раз веселье вообще нереальное. Investigation А ты notes. что, меня зовешь ДБД, Omega типа? Lab was first breached by heavy impact, perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get me in trouble. This is the third shipment that those buggers have gotten their weird little hands into. Now we're running low on flares, and I'm gonna have to search nearby nests for stolen cargo. They're lucky they're kinda cute. Raccoons of the sea, those ones. Так, а когда? Типа 17-го? Или 16-го? Это, конечно, это важная деталь вообще. Капец. А во сколько начало, Никит, примерно? Часов? Дня? Ну да, ДР 16-го, но... Пиларис еще не факт, что 16-го. 15-16. Понял. То есть получается, я в принципе могу на роллку пойти, но просто ливнуть с нее на час-два раньше, чем она закончится. Уже неплохо. Это правда, если они в один день будут. До 5. Ну, это опять же, смотря на какой день она выпадет вообще. И на какой день выпадет Stellaris у нас. И на какой день выпадет ДР день рождения Влада. Блин, а нет, день рождения Влада, скорее всего. Зачем так много всего? В колледже? Фига себе. А что там в колледже происходит такого? Вроде в субботу, да. Такая вот предварительная информация была именно такой. Сегодня, кстати, что? Сегодня тоже суббота. Понятно. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get me in trouble. Communications tower maintenance log. Another day,
another slight by the winged furies. As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially, if you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me. As if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want me to do. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Егор вообще, Адван, поразительные люди. Это люди, которые реально ложатся вовремя. Шок. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play Underwater City, only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by, because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. To be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Ah, my darlings, Brian, Svea, and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloguing things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren, you know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some colour and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you. Вот так вот. Ну, это я слушал. Oh man, oh man, oh man. This is every xenolinguist's dream. Okay, I was helping with the planetary scans, and there are possible unknown structures on the surface. This could set my career up for life.
The images are... We need to get off this planet. I mean, the morning started out so well. Да. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were gonna be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. That decision cost 3 lives. I mean, half my team. They got ripped to shreds by something. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs will be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. I don't think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. Да, я This is знаю. completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, when they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Oh, I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence.
The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Alterra, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little oxtrabite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Alterra is not, as you put it, alterrorizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear XenoWorks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xeno working, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Hey, Robin. I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found something big. But Alterra is just like nothing to see here. Honestly, kinda glad you can't answer so you can't, rub it in my face. Go ahead. Bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about XenoWorks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not. Welcome to the Alterra family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Hey, Robin. I'm sorry my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this, I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Hey, Robin. I really need someone to know.
I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. And the cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. Получается, КПК все-таки от Альтеры, ну просто... Но не совсем. Сектор 0. Не в том порядке слушал я как-то. Вот это надо было потом послушать как раз, а не после этого.
Не понял, вот про вот этот тот мореход. Если где-то инфа, кто это сделал, ну то есть это, наверное, Сэм. Ну кто знает. Непонятно что-то. Мне надо на станцию Дельта. Адогус. Адогус. Это что такое сейчас происходит? Адогус. А почему только ты ответил? Потому что все остальные, наверное, у Саши сейчас. Ты не у Саши? Я нет. Я думал, ты тоже у Саши. Нет, нет. Что ты хотел? Не. Я хотел позвонить вам, чтобы я как будто бы тоже был у Саши. Ты ему скажи, чтобы он стрим по Неверленду врубил, и тогда ты сможешь быть у Саши. На стриме. Слушай, это идея, слушай. А вот у тебя и, по-моему, шанс появился ему это сказать. Можно вопрос? Саш, привет. Адогус. Андрей не у вас, прикинь? Шок. Да, Андрей не у нас, и ты не у нас. Знаете, что еще больше шок, что кто-то использует, вот мы впервые вообще в истории человечества используем звонки ВКонтакте. Не-не-не, я использовал вообще-то. Лёха мне постоянно Я звонил. поэтому, я решил впервые позвонить, чтобы было. А меня вообще слышно? Так необычно, да. Адогус. Андрюха, приезжай давай. 6. Андрюха, приезжай. Что происходит? Ладно, все, идите в жопу, мы тут смотрим сериал, отвалите. Пока. Сэм, а можно вопрос, ты-то что не приехал? Потому что мне завтра утром надо быть на работе. Понял. Гой, короче, работяга. Андрей, а ты вопрос, что не приехал? Мне завтра утром нужно быть на работе. Да пошел. Погоди, то есть ты придешь работать в аптеку? Кто сказал, что в аптеку? Андрей, кто позвонил-то вообще? Кто позвонил? Симба? Я думал, вы все вместе, я вам позвоню и тоже буду. Андрей не поехал, козло. Ну все, вы все сказали, все, всем пока. Что ему девка не будет выставлять претензии. Давайте. Иван, кстати, погодите, Иван тоже не приехал? Ты что, все ушли? Иван сейчас едет. Ничего себе, он лох. Ну ладно. Что, все скучно? Лёха, сериал свой. Давайте. Ну ладно, ты можешь включить, кстати, как это? Летсплей Неверленда. Все, не может. Ну ладно. Пока. Ну ладно, Андрей, пока. Да. Дельта и 0. Опа. Омега. Это дельта, получается. Это фи, да? 0. Ну что это копа? А это омега. Изучаем это. Латынь, типа. А мне-то куда? Мне на дельту. А я-то где? Я где-то в воде. Блин, думал выпрыгнуть, осмотреться, а тут же туман. Да, вот самый главный вопрос, а где моя база?
компаса. Надо сделать прямо сейчас. Welcome aboard, Captain. Моя база на севере от дельты 500 метров, где-то вот здесь вот. Все ясно. А, я еще хотел узнать. Мощность. Ну это типа, видимо, сколько он может как бы тащить, что ли, этих штуковин, не знаю. Или чё? И вот больше энергии дает. Ну, вроде больше похоже, что... Странная штука этот мореход. Я вот слабо представляю, что будет, когда у него будет там сзади, не знаю, 5 модулей. Так поворачиваешь, и у тебя там сзади просто огромная башня. Тоже в разные стороны вертится. Ну, конечно, менее управляемый, наверное, станет таким более тормознутым. Куда я плыву? Я не знаю, зачем я туда плыву. У меня же нет еще этой штуки, которую надо скрафтить. Прикольно. Ну зачем мне полярный лес? А может быть он не по земле ездит, а по воде, по поверхности воды? Не знаю. Вряд ли. Вот это мне надо сделать. Свинец там есть вообще нормально? Не знаю. Ну тут поискать. Серебро, наверное. Серебро. Золото. Чё серебро? Коловерит. Это был песчаник, стал коловерит. Как оно бывает. А вот это свинец.
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Что-нибудь еще у камнедробителей взять. Где камнедробители? Надо как-нибудь вне стрима просто встать. Камнедробителя. И ждать, пока он будет копать камни. Ломать камни. И все. Поставить на фон, короче. Какую-нибудь поставить документалку о развале Югославии 100 и смотреть, как камнедробитель дробит камни. Ну, вообще-то я не смотрю документалки, в том числе про Югославию. Можно поставить Critical Role. На Critical Role с субтитрами надо смотреть. Блин. Их надо читать. 100. Значит, на фоне не покатит. Когда? Да, конечно, надо было на мореходе плыть, но я что-то не знаю. Что-то не поплыл. И это я даже и не нашел. Что искал? Я куда-то не туда поплыл. Можно смотреть русские Critical Role. То есть вечерние кости. Ну, это украинские. Как я знаю, только еще... Не, еще есть какие-то челы. Есть еще Dice Bucket. А есть еще... Как их зовут? Мне вот что-то Twitch сюда рекомендует канал. А я его вот практически не смотрел. Я один раз к ним зашел, и там люди были, короче, разукрашены в каких-то гоблинов. И разговаривали тоже как гоблины. И я такой, фига себе, что здесь творится вообще? Жесть. Сейчас как назло зашел на Twitch, а тут мне их... А, ну естественно, у них же... А, нет, стоп, нет, это YouTube рекомендовал. Twitch. Грядут приключения. Фига себе название. Ок просто. Кто эти люди? Ладно, не ужас. Годнота. Тоже не уверен. А чё? А чё не работает? Я сломал. Я, по-моему, нажал F1. Да, я нажал F1 и сломал сабнавтику. По идее, тоже не респаунится. Ну, странно. Тогда вот после использования модуля аквариума вообще океан опустить должен, наверное. И, в принципе, в биомах с хищниками он тоже должен опустить. Ну чё, рыба? Не рыба, а это... Путин.
медлительный. Еще тормоз. Ясно. Тут был где-то другой такой же. Он вроде как-то был повыше действовал. Так, Левиафан во льдах получил. Кто такие? Это вроде нет, это не... Что-то новое. Ага. Понял, к ним лучше не приближаться. Chamber in iceberg interior detected. Вот как, да? Какого из айсберга? Внутри вот этого большого, наверное. Связано ли это с тем Левой зараженным? Я чуть не помню, он так выбрался в итоге из льда или нет. А этих мелких, типа, это, конечно, тот же вид. А, это даже... Я вот в последний момент подумал, что это червь. Тут вдруг анимация началась, как я вылезаю, я такой подумал, что меня схватили. Это просто вылезание с транспорта. Ну, наверное, вот это вот и есть полая камера, это вот эти все лабиринты. Хотя он как бы не то чтобы внутри айсберга, а внизу, под ним как будто бы. Что может
это не то, что имеется в виду. А вот это, видимо, то как раз. У меня есть некие подозрения, конечно, что что-то может пойти не так. Что может пойти не так, а? Опа. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Реально суша прям. Угу. Типа он же и сажается, видимо. Но он портится. Блин, я надеюсь, я не слишком далеко залез. Как тут много анимонов. Ого. Прикольно здесь. Вот не слишком ли рано я сюда пришел? Вроде как сюжет меня сюда не вел вообще-то. Наверное, сюда лучше пока не идти. Лучше вернуться. Он же добрый, да? Не знаю. Ой, прям весь взялся. Ну что, и его что-то крафтить еще можно, походу. А приседать здесь как бы нельзя, да?
Понятно. Ладно, я превращать не умею. Ну, прикольное место. Опа, это же как мозговой коралл, только не мозговой коралл. Блин, а вот тут вот, кстати, базу на этом... А вот можно было бы построить, думаю, было бы прикольно. Тут не проплыть никак, блин, совсем. Строить базу вот на этом острове, вот, блин, ничуть. Ну, не знаю, есть ли там какой-то удобный способ оттуда выбираться. Если каждый раз надо по этим лабиринтам плавать, то вот вряд ли это хорошая идея. Я, видимо, на базе фиш, что ли, или где? Все-таки надо ее изучить самому, и не надо ждать никакого квеста. Не знаю, посмотрим. Пропустишь?
в последнее время. Надо выбирать тренировки. Больше выбирать. Пока непонятно. Но я такие штуки уже видел, вряд ли это можно изучить. Опять я куда-то лезу не по сюжету. Там явно можно что-то найти, наверное. Сервер на час. Через час тут уже вряд ли кто-то что-то написать. Кстати, привет, Травка. Вот так вот я вовремя решил поздороваться с Травкой. Вообще жаль, что я с самого начала слушал все эти документы, материалы. Инвентарь полон. Welcome aboard, Captain. Маленькие растения, да? Пусть будет 4 расти.
У меня только один образец. Где-то, наверное, лежит еще. Два золота. Стоп, это не то. Зачем я два сделал? Почему я решил еще, что мне их нужно два? Я не знаю. Один будет запасной, я не знаю. Но надеюсь, он когда-нибудь еще мне пригодится. Понять, что за рудные жилы. Если в рудных жилах респавнится ресы, то это круто. А если, не знаю, для чего они нужны, как-то описание у них не особо подробно. Ресурсы внутри породы, и что с того? В чем суть-то? Я тут сканировал именную вот эту вот именную табличку.
back to the terminal. Do it. Please work. Yes. Satellite is down. I am impressed. That was most resourceful. Все в порядке, все в порядке, все в порядке. Конечно, 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 конечно. Ого. All right, Altera, you win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. На востоку, километр к востоку. На айсберге, да? Может где-нибудь в воду сразу нырнуть? Не спускаться по-нормальному. Ну блин. Востоку это далеко.
еще снизу киты плавают. Можно как-то вот нормально вылезти. Mulan and nearby iceberg detected. A hollow chamber typically formed by glacial melt. The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Вот так вот бросил вдруг. Резко. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Вовремя. New technology acquired. Hypothermia imminent. На составные части. Ух ты, это круто. А вот то, что я сейчас замерзну, это не круто. Не понимаю, тот это в итоге айсберг, не тот. Походу не тот. Было там еще что-то рядом с лестницей. Опять забираться. Проверить. Hypothermia imminent. А, ну ничего тут больше нет. Или охлаждение прям сразу убивает, оно даже нет.
снимает постепенно здоровье? Ну, в принципе, да. Может быть, даже логично. Теплица. Примерно вот тут она и должна находиться. Ну, что-то непонятно где точно. Жалко, то сообщение нельзя перепроиграть. Послушать. Сообщений тут не записано. Опа. Можно же вот тут не проигрывать. All right, Altera, you win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Не подай, только мне. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Может быть, там где-то. Наверное, там. Может быть, тут тоже что-нибудь есть. Тут нет.
Там есть скелет, как минимум. И наколада. Какой интересный крик. Это там вдалеке. По-моему, это не киты так кричат все-таки. Вот это вот, да. Интересно. Ага. Ну, наконец-то. Можно было это координат в КПК скинуть. Damn satellite hasn't passed by in a while. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knew what to do with vague directions in Old Wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then, she surprised me. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. You need anything else? Don't bother me. But you can help yourself in the greenhouse. Least I can do to repay you for getting those spying pests off my back. А еще я могу посканировать. Кстати, прикольные грядки, они такие низкие, типа. А вот и живую стену дают изучить теперь уже. И вот эту штуку. А почему-то вот под другие подобные штуки, вот эти другие объекты такого же вида, как-то не изучались.
уничтожил дыню. Ясно. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. I can go grab it and... That's your plan? You don't think it'll work? You're thinking too small. Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? I think so. You think so? Come on. Is the bacteria a threat, or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it. I am. I said like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it for fishing, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. Okay. And you gotta hit the lab too, or there's just no point. Actually, you know what? Let me take care of that one. It'll be fun. All right, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing, insulation. First few nights, the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too. Heat from barrels of water. Probably should have just eaten the damned kelp. But nope, my body was craving a salad. Wish I was just made of exosuit. Next, grow lights were a must-have. Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Fed half of it to Preston. That snowstalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. You can look all you want. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. Дигази. Все.
Seek fluid intake. Ну ладно, на базу пора. An active volcano detected nearby. Ой, это большой, да? Это большой. К нему лучше не приближаться. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Вообще лучше не вылезать из транспорта. Особенно без стазис винтовки, так вообще. This artifact could provide useful information. Processing. I can visualize a location where we may find an important component for my body. The image is hazy, but I am sure it is correct. A stark surface landscape, dangerously cold. Curved spires stretch to the sky. Приходится забирать кубы. Не думаю, что здесь будет бесконечный их источник. Хотя если будет, то круто. Надо быстрее на базу, пока я не умер. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you, if you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of the Leviathan. Кстати, возможность очень даже есть. I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Ну еще бы.
решил, кстати, где базу строить. Vital signs stabilizing. Welcome aboard, Captain. Капитан, капитан. Можно ли переработать разряженные батареи на составные части, а потом скрафтить из них заряженную батарею? Вряд ли. Что были за мигания? Медные кораллы. Придется уничтожить. Можно уничтожать кораллы. Fruit salad does not traditionally involve leaves, but at least it is nutritious and warming. И он не портится, и он очень неплохой такой. Круто.
Зачем мне теперь можно ту базу посетить? Которая находится где-то там далеко. Блин, пойми где. Ну и самое сложное... ну кварц есть. Пока что более-менее еще не сложно. Еще нужна модификационная станция. Да. Братья, да, это именно то, что я ищу. Еще титан. Много титана. Уничтожаю камушки, еще и не получаю рез. То я так.
разработчики, вы сможете простить себя за это? Something out here with way too many teeth. Oh man, where did it go? Where did it go? Things with teeth don't just disappear. They sit and wait for you to let your guard down. It's gonna dart out of the shadows and get me. I bet if I eject the cargo modules, it'll give me some maneuverability. With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Узник. Мне сначала показалось, там про коммунизм что-то написано. Понятные коммунисты, но нет. Не знаю, может быть, конечно, их действительно можно назвать коммунистами. Это вот цивилизацию архитекторов. Но вряд ли. Надо наверх плыть и не встретиться с этим вот рыбой. То, что мне надо для станции, вроде как уже собрал. Даже бедные кораллы. Не знаю, зачем это введение с тем, что с коралла выпадает один коралл, а не несколько. Лучше от этого как-то не стало. Welcome aboard, Captain.
650 метров, нормально. Вот бы щит туда какой-нибудь. Укрепленную обшивку типа. А может у меня такое есть? Сомневаюсь. Ионные батареи. Блин, они, кажется, теперь дороже, чем раньше. Может быть, сделать одну штуку. Заряд в ионном кубе 300 тысяч. Я не взял золото, я взял медь, да? Ну, в батарее заряд всего 500. А в этом ячейке, наверное, вообще будет заряд 1000, как и раньше. А в самом ионном кубе заряд дофига. Как-то вот так вот. Четыре модуля улучшения. Неужто нельзя сделать больше? Может быть, как-то. Здравствуйте, маршмеллоу. Вести со дна. Что там? Рубин. Вырезка спиралевика. Что такое спиралевик? Я не помню. Дела? Нормально? Да ведь? Наверное, да. Ну что, сейчас буду пытаться понять, что такое спиралевик.
Не думаю, что цифровой мозг — это способ продления жизни, это разве что способ копирования. Боюсь, я не найду то, что ищу. А, вот спиралевик, вот он. Ага. Геотермальные сады, говорите? Опять идти к геотермальным садам. Ну ладно. Зато у меня теперь тачка более глубинная. Нельзя найти ласку, нет. Ну, похожие какие-то. Ускоритель морехода. Я еще не знаю, нужны ли мне какие-то модули, кроме ускорителя, из тех, что есть, например. Конечно, могу сделать подобие циклопа из этого морехода, но в принципе нафига. Вообще не знаю. Стыковочный модуль с крабом — это прикольно, кстати. Но остальное даже не знаю. Да и то краб сейчас, наверное, нужен только, чтобы копать эти рудные. Не нужно копать эти вот камушки, короче.
интересами. Где там эти птицы? Ладно, единственное, что можно снять для морехода, это в этих гнездах, может быть, получится найти ускоритель. Вообще сначала в теплицу надо залезть. Data that might help with the construction of a new storage medium. You must continue to investigate. I strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. Я думаю, многие специально бы на этих рыб нарывались ради такого эффекта. Фига себе. Вот это у меня приход. Получается, это Camworld. Ого. Круто. Садиться за руль, конечно, нельзя. Но это ГТР.
Ого. This skeleton is very dense, able to handle heavy forces. A good frame for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. Эти в первой части были грибы. Прикольно. Ну и вот эти все растения. Ребенок теплицы. Не совсем понятно, где эти теплицы.
этот чел здесь. Это, возможно, не тот чел, который мне нужен, не тот, который на теплице. Я тут не наблюдаю теплицы особо. Когда я смотрю вверх, вниз, вот. Нормально. Не похоже, что теплица здесь. Seek fluid intake. Теплица совсем не здесь. Это за хреновина? Просто камушек плавает. Среди ничего. Это находиться среди ничего не очень приятно. Но я почему-то очень захотел узнать, что за камушек. Это было страшно. Ну то есть вообще страха нет, конечно. Seek fluid intake immediately. Vital signs stabilizing. кажется, где-то рядом. А, вон теплица.
вот этот бы переход под гипнотическим ядом. Так, что из этого бить? Вот это по идее. Меня чертеж. Гибвы. О. Нет никакой вырезки релевика. Ну да ладно. 30 штук нельзя. А, это она вот есть. И все, этого спиралевика больше нет. Я их тут могу все добыть и уничтожить их популяцию, серьезно? Я могу это посадить. Или этого цвета? Значит, наверное, могу посадить. А ну их попробовать. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Грибы. Наверх. Знаешь, один такой гриб плавает вообще. Невероятный. А вот и он. Вот это гриб, да. Это что, та самая база, да. Краб все еще тут. You again. New technology acquired. Защита. А, это, по-моему, не совсем то. Seek fluid intake. Ну ладно. Ого. Какая-нибудь польза есть? Понятно, бесполезно. Ну да, изготовители.
Но Маргарет делает все по старинке. Это персонаж. Тут есть... О, тут можно хранить штуки. А тут тоже незачем. Это вот... В этой сабнавтике есть другие люди. Ну как, один. Маргарет и все. Что прикольно. Тоже бесполезен, я так понимаю. Типа, в первой части было типа на корабле команда или газе. Эх, луковое дерево нельзя сделать, ладно. Там было несколько человек, и они все умерли. Но вот оказалось не все, и Маргарет как раз оттуда. Из тех, типа, выживших, которые которых в первой части показывалась. Она одна из них. Прикольно. О, этот чел тоже из первой части. Fortnight into our voyage, I was more or less living inside the creature's ribcage. It meant shelter, and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb. I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Тоже отсылка. Ну да. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper's skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. Тут другие лёвы есть. Кем назад, получается. И найду здесь где-нибудь что-нибудь. Интересно, сколько слотов занимает костюм для фильтрации воды. Можно таскать его с собой, надевать корму на воду. Не знаю, хватит места, нет. Не, я понимаю. Но я типа могу носить с собой костюм для защиты и костюм для воды. Разные. И менять их. Тогда надо понимать, сколько места в инвентаре это вообще будет занимать.
Seek fluid intake. Облепиховая вода. Конечно, не совсем то. Тоже не помню. Я, кстати, не знаю, Никит, ты был, нет, я нашел случайно остров, ну не остров, а большую территорию, где можно ходить внутри айсберга. Прикольно. Я решил свалить и вернуться позже. Так скоро косоглазие разовьется. Интересно, что я сейчас отстыкую? Ничего. Блин, ну... Реально, умирать вообще, в принципе, на самом деле не проблема. Я, конечно, все равно стараюсь пытаться выжить. Но в целом, конечно, в этом нет особого смысла. Ну ладно. Представим, что это не так, совсем не так. Представим, что умирать не надо. Чуть осталось. Завтра буду делать. А вот не знаю. По-моему, мой университет считает, что изучать MS-DOS в принципе самое время. Вроде бы уже 2021 год, так что, ну а чем еще заниматься, собственно, в университете? Что еще изучать? Если не это. Только это и изучать. Реально? Ну ладно, только я о чем и говорю, собственно. Актуально. И у нас еще в одном предмете предлагали использовать прогу. Надо было использовать, блин, как же она называется? Кабудл и как, ой, сейчас я не буду пытаться ее захватить. ОБС, я лучше скрины найду, видите? Нет, тот Кабудл. Не этот Кабудл.
Вот такой кабуду, да. Интерфейс программы выглядит буквально вот так вот. Сейчас. Она типа сканирует твою сеть Wi-Fi и показывает все устройства там, все там их MAC-адреса и все такое. Ну как бы. Но на самом деле нет. Я не знаю, видимо, она там уже не очень умеет в распознавании всяких устройств современных. Типа, она не видела на самом деле, во-первых, телефоны не видела. Ничего не видела практически. Только, по-моему, комп, еще, видимо, еще один комп, и все. Типа... И в том числе она не распознавала ни процы, ни операционки, ни, по-моему, не у всех распознавала, собственно, адреса. Или что-то еще не распознавала. Короче, как бы, кажется, она уже не очень справляется со своей задачей. Но вот... По этой хрени тоже была лава. Прикольно. В политехе был препод, который использовал типа не только в процессе обучения, а в целом по своему собственному добровольному выбору использовал досовский файловый менеджер, типа. Если я не ошибаюсь. Ну, короче, что-то такое древнее. Или нет, или что-то другое у нас было. Ну, короче, там не особо, так сказать, удобно. Но тот был все равно крутой препод. Уверен. Кажется, я сюда не должен еще был попасть. Рановато, да? Хотя, может, и нормально. Капа. Шахты, говорите? Это тут, типа, ресурсы. Блин, я думал, что-то новое. Думаешь, сейчас найдешь что-то новое, а ты находишь 2 титана. Потому что у тебя уже изучена эта штука. Ой, я этих видел, их едят эти камни штуки. Камни-дробители. А мне-то что с ними делать, как бы? Зачем она мне? Пусть плавает здесь. Изучить только что рыбу. Промелькнуло там для сканера, ну ладно. New creature discovered. О, камнедробитель. Я не составитель программы своего вуза, так что я, конечно, не то чтобы в восторге от подобного, но да. Вот составители нашей программы, вот они вот примерно так, наверное, выглядят. Когда выбирают софт для изучения.
Ну, есть и другие бесплатно. О, еще титана. Нашел. Ошибись. Слушай, у меня их достаточно. Ставьте себе. О, рубины. Нужно добыть нормально так. Блин, вы мне предлагаете читать, и я сейчас задохнусь. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Пока. Я не знаю, походу у меня в голове какой-то Степаныч, с которым я общаюсь постоянно, не знаю почему. Вот, но тебе маршмеллоу тоже пока. Что ты слышал? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Было бы удобно, если бы мореход здесь как-то там прошел через эти ворота. Почему-то он вроде бы не может. Почему-то они со мной так. Или может. Сейчас посмотрю. Warning. 30 seconds of oxygen Ну, remaining. вообще, наверное, может. Ну, как-то смог, да. Ладно, давно пора уже сходить. За водой. Ну, точнее, не водой. Блин, конечно, это не то. Я бы лучше что-нибудь такое, какой-нибудь газировки. Какой-нибудь. Только я не люблю, потому что она сладкие в основном. Сладкие. Я бы выпил какой-нибудь несладкий, который когда-нибудь, надеюсь, изобретут. Ну, а пока что есть. А облепиха это кто, признавайтесь? Ну да, это, конечно, не то. Ну ладно.
надеюсь, что здесь какой-нибудь супер добыватель леса. Это же шахта. Ну, вообще вряд ли. А где крюки для краба вообще? Oh, hey, Parvin. Can I get you to sign off here? What is all this? I don't know. Some kind of measuring equipment? Lil said she'd send someone over to set it up later. Ah, alien science nonsense. I wouldn't say that. You should ask her to show you some of her findings. Pretty interesting stuff. There might really be someone down there. You ask me, scientists have too much control over here. What? I'm serious. Look around you. This mining facility extracts every mineral your scientists use to make their equipment. Their bases, their scanners, even your little sea trucks. I wouldn't call them little. Do you know the name of a single person who works down here? Well, I know you, Parvin. Ah, tell Lillian she's wasting her time. There's nothing down here but workers, and we already know we don't spark her curiosity. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Вот, наверное. Хотя я подозреваю, что это камнедробитель просто. Кто знает. Calorie intake recommended. Как и предыдущие вот эти данные, я...
technology acquired. Опа, налобный фонарь. Удобно. Удобство подъехало. Крюками на крабах никто не пользовался, судя по всему. Штука на титан, который можно добывать крабом. Ну, то есть, по сути, это большой склад ресов, которые можно здесь добывать. Видимо, с буром, но в целом это какой-то необычный супер-пупер установки, которая там сама что-нибудь бурит. Тут, видимо, нет. Ну ладно. Конечно, много ресов можно выкопать. Надолго их хватит. Надо сюда краба тащить для таких вещей, конечно. Вроде тут все. Вот это уже. Создан, чтобы пронзить небеса. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ну так в эту сторону ж пролез как-то. Я же оттуда прибыл. Значит, обратно как-нибудь пролезет. Зачем вообще такие ворота сделаны, я не понимаю. Здесь нормальный вход.
переходов особо. Тогда, правда, умру от голода в любом случае. Эти ворота вообще с ними что-то можно сделать. Вообще, ой, за ними, да, за ними кто-то есть. Возможно, это просто декорация, а возможно и нет. В общем, выглядит уж больно проработано. Да, и можно попасть. Не представляю, как. Откройтесь. Не открывается. Так, там артефакт планеты. Все. Я вот здесь вот не смотрел наверх. Тут, нет, стоп. Seek fluid intake. Наверх, точно. Seek calorie intake. Я умер. Опять.
important item belonging to my people. I will share its Ты их location. находишь быстрее, чем я их собираю. Signal location uploaded to PDA. Ну чё, все. Пойду. Пойду не смотреть Critical Role. Так что пока.